Сегодня я предлагаю вам разобрать недавнее интервью Тодда Говарда для IGN, ведь он поделился дополнительной информацией касательно Starfield. Дабы у нас с вами в предстоящем разборе геймплея была более цельная картина происходящего и больше информации для подробного анализа сцен в дальнейшем. И не будем долго задерживаться, а потому начнем. Ну и прежде чем разбирать сами ответы, есть еще одна дополнительная инфа о Starfield. То, что главный герой в игре, как и в серии древних свитков, будет без голоса, а общение будет происходить от первого лица, как в Обливионе. И на первый взгляд это многим может показаться минусом, но так ли это на самом деле? Отказ от озвучки героя дает возможность разработчикам сделать ответы за персонажа более разнообразными, а не как в Fallout 4 с его практически одинаковыми репликами и этим ужасным колесом «да, нет, сарказм». Ранее уже мы разбирали инфу о том, что система диалогов и ответов будет в виде списков. Какие-то реплики будут открыты только при необходимых навыках, предыстории и прочих факторах. В игре также будет особая система убеждений, нечто вроде мини-игры, где можно будет, к примеру, надавить на собеседника или наоборот войти к нему в доверие. Также озвучка главного героя Fallout 4 озвучена лишь несколькими актерами, что может сильно выбить из атмосферы и погружения в игру, если, к примеру, созданный вами персонаж не будет подходить по типажу тому голосу актера. Ну и в целом, не знаю как вам, но я аж отдельное видео записывал по этому поводу еще давно, почему, на мой взгляд, молчаливый герой гораздо лучше в тех играх, где мы сами создаем своего персонажа, а не играем за готового, прописанного со своим характером, как, например, Геральт в Ведьмаке. Вы проговариваете в уме своим голосом реплику, и тут у вас как бы выносит из собственного тела, показывает со стороны, и персонаж это же самое повторяет, но уже другим голосом. Как по мне, так это вообще ни к чему. В общем, я эту новость принял очень радостно. Чем меньше сковывающих факторов ответов, тем больше и разнообразнее эти ответы могут быть, и это замечательно. Ну а теперь интервью. Первым делом Тодда Говарда спросили о том, как он отреагировал на реакцию сообщества на геймплейный показ Старфилда. Геймдизайнер рассказал, что в команде разработчиков все были вне себя от радости от позитивной реакции сообщества и его поддержки. А та энергия, которую они получают от фанатов, возвращается и заряжает на работу сотрудников студии, чтобы сделать все как можно лучше. Тут добавить нечего, кроме того, что да, разработчики тоже люди, а не какие-то устройства, которые просто делают свою работу без эмоций и каких-либо чувств. Как ни крути, каждый любит ощущать положительный фидбэк от людей касательно проделанной работы. Именно потому я всегда прошу вас ставить лайки под видео. Это элементарно просто приятно. Не все в игровых студиях вращается только вокруг зарплат и их размеров. В целом реакция сообщества и правда положительная. Как на западных ресурсах, так и на наших, отечественных. И справедливости ради стоит отметить, что у нас хейта чутка поболее. Особенно если учесть отдельные источники и отдельных стримеров, где в принципе собрана такая довольно токсичная аудитория, которая питается исключительно хейтом к подавляющему большинству продуктов игровой индустрии. Тодда Говарда также спросили про процедурную генерацию планет, о масштабе игры. И он ответил, что предвидел подобные вопросы и потому показ масштаба игры оставили на самый конец демонстрации. А в будущем команда более подробно расскажет об этом. Но в целом, когда команда создает игру, всегда стоит установка спрашивать себя, за что мы любим игры. Если возникает вопрос, а можно ли в игре сделать то или это, необходимо отвечать да, можно. И потому посещение каждой планеты также решено было реализовать, частично прибегнуть к процедурной генерации. Побродить можно по любой планете, где тоже будет геймплей и случайный контент. Примерно как в Daggerfall, если вспоминать старые работы студии. В космосе полно обледенелых планет. Команда много думала о том, что вообще веселого может быть на ледяном шарике. И по мнению Тодда Говарда, нет ничего страшного, если на них иногда не слишком-то интересно. Так уж все устроено. Но если игрок захочет приземлиться на этой странной планете, посмотреть, что там есть, построить базу, пожить там немного и понаблюдать за закатом, потому что нравится, как выглядят местные луны в небе, то пожалуйста. Хочется сразу отметить открытость и честность Тодда Говарда в этом вопросе. Как есть, так и говорит. Что интересного может быть в ледяной планете? Это просто глыба льда. Но если ты хочешь посетить, то пожалуйста, посещай. И это ровно все то, о чем я говорил в своем предыдущем видео с общими впечатлениями от показа. Никто же не заставляет посещать подобные планеты. Они могли бы быть просто в качестве задних видов, как декорации. Так же, как и во множестве других игр на космическую тематику, когда ты просто пролетал мимо этих огромных шаров, или когда они проглядывались на горизонте на задних видах. Но беседка решила сделать каждую такую декорацию еще и посещаемой. А как отметили Digital Foundry, с довольно-таки неплохой, а местами очень реалистичной графикой, если оценивать ее исключительно по показанному в геймплее. На эти планеты никто насильно не гонит, а если захочешь посетить, то игра дает тебе такую возможность. Это было и остается основной философией студии. Как можно чаще отвечать «да» на вопрос «а могу ли я это сделать?».
Если подобные планеты не интересны, лети в зону развития квестов и сюжета и посещай только те локации, что сделаны вручную. Таких мест даже больше, чем в предыдущих играх. Об этом Тодд Говард также рассказал. Всего того, что делается вручную, стало в разы больше, чем в любой из предыдущих игр Bethesda Game Studios. В Старфилде будет самый масштабный город, какой они когда-либо создавали. Речь идет о Новой Атлантиде. В игре будет самый продолжительный основной квест, который будет длиться от 30 до 40 часов. Ну и в игре будет более 200 тысяч строчек диалогов. Это как раз ответ тем, кто думает, что основной упор игры сделан на сплошные перестрелки и зачистки баз. Плюс ко всему, Тодд Говард отметил, что технологии процедурной генерации так или иначе долгие годы уже использовались в играх от Bethesda в создании окружения или, например, некоторых квестов в Skyrim. У компании много опыта работы с чем-то подобным. И это чистейшая правда. Хотя генерацию квестов в Skyrim я не считаю достаточно хорошим примером. С этими постоянными убийствами глав бандитов до возвращения рандомного предмета из рандомной локации, ну такое себе. Хотя после прохождения игры все же добавляет каких-никаких, но целей к посещению данжей. Если уж совсем прям не хочется расставаться с игрой. В качестве дополнения к ручному контенту процедурная генерация неплоха, а в Обливионе так вообще ее было очень много, от ландшафта до подземелий. Дальше Тодд Говард продолжил, что если задуматься, то даже одна планета в плане геймплейного пространства это нечто бесконечно большое, если вы хотите сделать более-менее реалистичную планету. И как только вы начинаете работать с такими масштабами в процедурных системах, то разница между одной планетой, где есть какое-то разнообразие, и сотни планет, тысячи планет. Получается, что скачок от одного к другому не так уж и велик, если в основе лежат системы, которые хорошо работают на это. Если рассматривать в контексте того, что каждая планета не обязательно к посещению, но для желающих она может быть открыта, то почему бы и нет? Любители таких пространств и рандомных событий или сгенерированного контента, думаю, останутся довольны. Недаром же No Man's Sky продолжает развиваться. Ну а для тех, кто привык играть в классические игры, то такие случайные планеты будут просто все теми же декорациями на межгалактической карте, да фоном при боевых сражениях в космосе на кораблях. О космических сражениях Тодда Говарда тоже спросили. По словам Тодда, над системой сражений на космических кораблях начали работать раньше всего, вместе с процедурными технологиями для создания планет. Вдохновлялись в первую очередь такими играми, как MechWarrior. Я вам скажу, когда я это узнал, я был очень даже рад, ведь мне реально напомнили о той игре, в которую я долго залипал в свое время. Очень давно, еще на одном из первых ПК. Я и забыл уже о такой игре. И на тот момент, я помню, мне очень нравились сражения в этих огромных машинах. Хотя в какой-то момент, как сейчас помню, для себя отметил, что не хватало разнообразия в геймплее, и одни лишь длительные сражения начинали утомлять. Но в целом механика боев была очень крутой. Пример для вдохновения при создании боев на космических кораблях считаю более чем удачным. И круто, что Говард не стесняется говорить, откуда они черпают вдохновение. Помимо боев можно будет пристыковывать свой звездолет к другим кораблям, угонять транспорт, посещать космические базы и заниматься контрабандой. А теперь можно насмехаться над всеми теми, кто говорил, что какой же это к черту симулятор, в котором нельзя будет летать. Все будет как во внешних мирах. Сел, экран, загрузка, вот тебе планетка. Ладно, я конечно же шучу, насмехаться ни над кем не нужно. Но помимо ролевой игры, какие любят и умеют делать Bethesda Game Studios, делается полноценная механика боевого космического симулятора, где можно будет ощутить себя реальным пилотом корабля. Угнать чей-нибудь звездолет, взять нелегальный груз, отбить его у пиратов, доставить до космической базы, пристыковаться и получить свои деньги. Я это все высказывал лишь в качестве предположений, когда делал разбор артов. А сейчас лично Тодд Говард это все подтверждает. И также это подтверждает философию команды, о которой говорили чуть ранее, что на любой вопрос, а могу ли я это сделать, перед разработчиками стояла задача, чтобы можно было ответить «да, можешь». Я был бы рад игре даже и без прямых полетов и сражений в космосе. Я об этом говорил, ведь как по мне, они и вовсе не обязательны, чтобы передать космическое приключение. Но при их наличии игра становится только разнообразнее, и это факт. Кто-то покупает игры, где есть всего лишь одна механика – полеты и космические сражения, так называемые боевые космосимуляторы, и играют в это сутками. А тут это лишь одна из многочисленных механик, и от осознания масштабов и объема работы над игрой просто кружится голова. И это еще не все. Тодд Говард пообещал позже более детально раскрыть и другие интересные возможности. Какие именно, пока неизвестно, но с нетерпением жду новой информации. Я уже осознал то, что игра настолько масштабна, что невозможно все продемонстрировать в рамках одного показа на 15 минут, который состоялся на выставке Xbox. Ведь это был лишь по сути геймплейный трейлер, а не полноценный показ демо. С разными механиками игры в отдельности нас будут знакомить позже. В общем, как это было и со Skyrim, где выходили тизер-анонс, геймплейный трейлер, а затем аж 3 разных видео с прямым геймплеем, первым знакомством с миром, боем с драконом и прохождением данжа.
Дальше Тодд Говард ответил в интервью о создании персонажа, рассказав, что в Starfield будет примерно 20 разных предысторий для главного героя, которые дают стартовые навыки. Самому Тодду больше всего нравятся нестандартные начальные навыки, как, например, шеф-повар, который с самого начала игры сможет готовить необычную еду, получит 30 дополнительных единиц здоровья и будет наносить на 10% больше урона оружием ближнего боя. Предыстории и способности будут влиять в том числе и на возможности крафтинга и варианты реплик в диалогах. Ну и кстати говоря, редактор персонажа, по словам Говарда, самый гибкий в истории Bethesda. Настраивать можно будет все от черт лица до походки. Нам еще недавно анонсировали возвращение к более традиционным ролевым системам, более хардкорным, и пока что слова Говарда вроде как совпадают с ранними обещаниями. Но экран создания персонажа более детально разберем с вами на подробном разборе геймплея, когда дойдем до этого момента презентации. Там посмотрим на все показанные перки, изучим все, что там демонстрировалось. А пока вернемся к интервью. Тодд Говард вновь подтвердил, что в игре будет тот самый момент выхода главного героя в мир. Но мы-то помним, что таких моментов на самом деле будет 3. Это мы уже обсуждали с вами в предыдущих видео. Плейлист по Старфилду есть на канале. Далее разговор зашел про города и Новую Атлантиду, которая является самым большим городом за всю историю Bethesda. Тодд Говард рассказал, что крупных городов в игре будет 4. И я уже видел какие-то колкости по части этого, что вот на весь космос 4 города, позор. Но, ребят, давайте объективно. В Mass Effect по сути был всего один город. Цитадель, но его реально за глаза хватало. Во многих играх весь сюжет и все события вращаются вообще только в одном городе. В нем начинаешь игру, в нем и заканчиваешь. Количество городов не имеет значения, имеет значение только масштаб и проработка города. И тут нам нужно дожидаться подробностей о городах, прежде чем делать какие-то выводы. По предварительным кадрам города выглядят довольно большими. Повторюсь, немало игр, которые в принципе построены всего на одном городе. Количество не равно качество. Хотя уверен, если бы Тодд Говард сказал, что в игре будет 1000 городов, так же как и планет, то посыпался бы хейт другого рода. Что это будут города копипаста, сгенерированные, похожие, однообразные, полупустые. В общем, по городам надо ждать больше информации, прежде чем делать какие-то выводы сейчас. Касательно Новой Атлантиды, самого главного и крупного города в игре. Это база компании Созвездие, группы космических исследователей, которых тот представил как смесь НАСА, Индианы Джонса и Лиги выдающихся джентльменов. И он снова сделал анонс предстоящих демо, на одном из которых больше расскажут про сюжет игры, про компанию Созвездия, с которой связан основной квест. Эти исследователи ищут артефакты со старой Земли и обнаруживают несколько подобных предметов, происхождение которых им неизвестно. И это будет тот квест, с которого игрок как бы начинает свою игру. Вокруг компании Созвездия развернется как минимум часть сюжета. Его продолжительность примерно на 20% будет дольше, чем предыдущие сюжетные арки компании в прошлых играх. В прошлых играх он занимал 15-20 часов, тут будет 30-40 часов. И это без учета побочных квестов, сюжетных линий фракций и остального времяпровождения. Также Тодд Говард подтвердил, что у них есть планы на последующие дополнения к игре и развитие модерского сообщества, для которого эта игра станет своего рода мечтой. А также он рассказал, что при разработке компания старалась грамотно распределять временные ресурсы, чему уделить больше времени, чему меньше, в зависимости от надобности и важности. И таким образом сразу было решено отказаться от реал-тайм перехода из космоса к посадке на планету, так как это две разные игровые реальности. Не вижу ничего плохого в том, что вместо экранов загрузки мы будем видеть превосходные катсцены приземления и взлетов. Недаром было показано множество артов этих процессов, которые мы разбирали. И уже тогда я именно в качестве катсцен и рассматривал приземление и вылеты с планет. И тут это лишь подтвердилось. Для меня это не стало откровением и уж точно не стало разочарованием. Во-первых, это просто красиво. Во-вторых, будет время глотнуть чая, оторвавшись немного от управления. Такие же срежиссированные ролики приземлений и взлетов я смотрел в Mass Effect и мне очень нравилось. А потому для меня это вообще не проблема. Хотя видел уже недовольство от некоторых людей по поводу бесшовности посадок на планеты. Было бы из-за чего переживать. Во внешних мирах вы вообще не летали, а лишь указывали цель перелета на статичной карте, смотрели загрузку и оказывались на месте. Но в адрес внешних миров вроде не было никакого хейта. Все приняли так, как есть. Кстати, Тодда Говарда даже не спрашивали про бесшовность, он просто сам взял и рассказал об этом. Ну и закончил директор беседочки планами на будущее. Следующей игрой станет TES-6, которая сейчас находится на ранних стадиях разработки, а после 6 свитков команда приступит к разработке Fallout 5. Я всем остался доволен. Тодд Говард каждый раз как будто слышит мои мысли и пожелания и реализует все то, за что я в принципе и люблю игры. Но все же, надо дожидаться анонсированных демо и дополнительной информации, где подробнее расскажут о различных областях игры и конкретных механиках. Пока что мы видели только тизер и пару трейлеров, открывающие их геймплей
геймплейный. Многие его нарекли показом геймплея. Расширенный подробный геймплей, как правило, беседка показывает месяца за 3 до релиза самой игры. Но вот релиза придется подождать. Ну а уже совсем скоро начнем подробно и пристально разбирать с вами каждый кадр из 15-минутного геймплейного трейлера. А потому обязательно подпишитесь на канал, дабы не пропустить новые выпуски. Ставьте лайк, если ждете новые видео, и пишите ваши комментарии. А если бы вы хотели поддержать меня финансово, добро пожаловать на мой Boosty, за что я вам буду безмерно благодарен. Ну а с вами был Дэнни Марс и до новых встреч!